Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе боевой, черной магией, магией наказания, откупа от дурной судьбы, от смерти, от болезни. Также вы можете узнать обо мне в инстаграме, телеграм-канале, где я публикую материалы, закрытые на других площадках по причине модерации. Так, сегодня у меня гадание по городам. Сегодня 13 апреля. В течение месяца, конец апреля, начало мая, что будет происходить в таких городах, как Запорожье, Изюм, Харьков, Каменская, Днепропетровская области. Опять попросили меня посмотреть, что там будет происходить. Это еще новая Каховка, да, три таких основные пункты. Новую Каховку и Каменская рассматривала в предыдущем видео пару дней назад. Ну, сейчас просто временной отрезок немножко сместился. Давайте начинать смотреть с точки зрения опасности для людей, обстрелов. Что это такое будет? Насколько там будет опасно находиться? Не опасно. Итак, давайте начнем с Харькова. В течение недели сам город. В целом, что можно сказать? Отшельник. Ну, то там действует ГРГ, да, какие-то группировки. Они на улицах. То есть явно, что тут опасность, причем она такая неявная. Что будет происходить с жилыми строениями? Ой, ну, тут разрушают дороги, разрушают то, что, в общем-то, находится внизу. Да, это все-таки может быть частный сектор, что-то невысотное, но все равно идет разрушение. Так, что будет, насколько опасно по человеческим жертвам? Это самое страшное. К сожалению, будут потери, но не летальные. То есть, да, тут будут раненые. Возможно, люди с травмами, да, кровотечениями. Давайте на тему пожаров, ракетных обстрелов. Справедливость. Ну, тут работает защита, сбивают их, видите, по справедливости. Удерживают этот баланс. Да, посылать будут, но вот тут ракеты сбивают. Давайте так, посмотрим на начало мая. К началу мая уже вот эти числа первые до 9, до 10. Что будет происходить? О, освободят Харьков. Тройка кубков, смотрите. 3 недели, скорее всего, что на это потребуется. Если сегодня 13, ну да, где-то к 9 мая как раз освободят. Очень хорошая карта. Ну, давайте, насколько это будет... Ну, тут есть, я сказала уже вот эту, насколько это будет опасным для людей. Ну, знаете, тут явно, что Харьков идет, как говорится, к полному освобождению и вокруг себя. То есть тут туз Пентакли — это самая лучшая карта. Тройка кубков — отличная карта. К середине мая тут полное освобождение. Причем вот сейчас вот эта вот неделя самая опасная. Что будет, как они... Ну, они будут сами отходить. Получается, что тут я не вижу таких и боев. Да, шаг назад, шаг вперед. Возможно, что они там разбегутся эти. Что там они по области. Ну, их тут... Либо они куда-то уйдут в бок по шестерке мечей, будут передвигаться в другие стороны. Тут, ну, можно сказать так. Вот по Харькову благоприятный прогноз. Но это к середине мая. Вот начнется через, может быть, 8-10 дней. Ну, то, о чем я говорю. Тройка кубков. 3 недели вообще. Это по Харькову. Так, дальше у нас идет Изюм, да. Сейчас мы эту колоду отложим.
Отложим. Изюм. Так, ближайшая неделя. В целом, что можно сказать? Тут что-то 50 на 50. То туда, то сюда. Могу сказать, что в принципе тут карта стоит прямо, хоть и раздваивается туда пополам, да, люблю, будут их теснить. Но, видите, это все-таки карта, это одна из карт разделения. То есть по какой-то границе, по какой-то середине, где-то происходит по изюму раздел. Но изюм не сдают. Хотя, то есть 50% точно никуда не уходит. 50% наш. Давайте так. Насколько это будет опасно вообще для людей? Ну, скажем так, тут вот где-то четверть территории или четверть, вот видите, вот останется, ну, тут, скажем так, 1/4 останется живая, к сожалению. Но, опять же, карта вот тоже указывает, что через 3 недели возобновится тут полностью жизнь. Тут что-то все у меня на 3 недели показывает. Видите, 3 пустых чаши, 1 полная. Но, к сожалению, будет опасно. В первую очередь, что 3 недели проблемы с водоснабжением. То есть тут вот как ничего не будет. Еда, питание, электричество, может быть. Вот к этому. Давайте так. Самое такое страшное — это человеческие жертвы. Вы знаете, будут тут раненые. То есть этих людей можно вернуть, можно как бы вылечить вот так вот. Каких-то терактов, к счастью, я тут не вижу. Вот именно с людьми. Так, давайте так. Что будет по власти, да, там к середине. То есть поняли, что вот в течение недели будут стоять за изюм, и тут его никто от него отходить не собирается. Единственное, что будет все погэпано, все вот эти вот магистрали, все вот эти вот водопроводы, трубопроводы. Есть тут, конечно, и раненые. К сожалению, тут нет страшных карт. Вот самых именно для населения, то есть либо население как-то эвакуировалось, хотя разрушений тут 50 на 50. Удерживать нет, власть тут останется, никто от изюма не отойдет. И это уже в течение недели. Тут не надо, тут уже не 3 недели. Полностью изюм будет украинским. Что будет дальше? Ну, 9 кубков, все, тут уже в течение, через неделю будет, от изюма никто не отойдет, изюм полностью будет наш. Вот, тут вот уже в конце недели будет занят он, да, с трудом, с боями, с какими-то усилиями. Сначала 50 на 50. Поэтому вот так вот. Давайте так, насколько это тяжело будет для самого города, для самого... Тут разрушение вот инфраструктуры очень сильные. Дороги какие-то. С чем придет город, с чем останется этот город. Ну, не все. Да, тут многое, конечно, обнаружится спустя время. Тут такое впечатление, что тут дороги, то, что под землей еще может всплыть. Многое, к сожалению, тут и мародеры вижу, и попытки кого что-то пропадет, пропавшие люди, к сожалению, обнаружится много чего такого. Нет, это изюм под оккупацией не будет вообще. Дальше смотрим. Харьков. Так, Каменская, Днепропетровская. Я уже говорила, немножко сместим время до середины мая. Давайте так, еще раз. Каменская, неделя. Ничего пока. 7 пентаклей. Все тихо. Каждый занимается своим делом.
Возможно, идет что-то там возобновление, какой-то вот люди оправились от шока какого-то и начинают потихонечку обмениваться там товарами, что-то выращивать, давайте так. И по поводу угроз все-таки, всякие удары там, нет, я не вижу. Что-то не... Каменская пока тихо неделя. Не по людям. Есть там какие-то... Могут кого-то украсть, могут группы какие-то диверсионные. Ну, вот так вот. Какие-то ракетные удары. Это уже. Могут где-то, да. Еще Синельникова надо посмотреть. Еще Новомосковск. Я извиняюсь, тут по Днепру очень много мне задавали вопросов. В целом, неделю тихо. Вот это вот уже ракета летит куда-то. Давайте посмотрим на 3 недели, ой, до месяца, что будет. Что будет происходить. Двойка пентаклей. То есть будут какие-то все время переменчивые, то лучше, то хуже. И причем, возможно, все-таки будут разрушать что-то тут. Видите? Разрушение именно постройки какие-то, хозяйственные сооружения, может быть, и заводы. То есть связано то, что с пентаклем, с имуществом. Насколько это будет опасно для людей? Ну, тут карта говорит, указывает на то, что будут опасные пути подъезда. Вот если кто-то решил поездить вдруг спустя больше, чем неделю, туда-сюда, на въезде-выезде в городе может быть опасность. Вот такого вот плана. Не в самом Каменском, а где-то на подходах. Так. Будут ли обстрелы какие-то, ну, скажем так, вот этих всяких смерчей, градов, приблизятся ли они близко? Они будут далеко, могут, все-таки звезда перевернута, понимаете, они будут где-то там пытаться что-то все-таки закидать с большого расстояния. Звезда перевернутая, все-таки это скорее все-таки ракета. То, что с большого расстояния летит. Это не 100 километров, не 20, не 40. Это вот все-таки, как они называют, в общем, мужчины, наверное, знают, да, там, когда 500 километров, 1000 километров что-то. Давайте, будет ли в течение месяца, не вижу тут серьезных разрушений, опасности именно такого каких-то пожаров. Вот карта тихая, но все-таки вот эти карты говорят, что будет прилетать. Что будет? Будут ли какие-то, опять карта разделения. Все-таки будут пытаться прорваться какие-то группы людей. Понятно, что частично часть их не пропустит. Опять карта деления на две части. То есть в одной части города будет благополучно, в другой не очень. Но это скорее кто это такие, насколько они. Нет, город будет свободным тоже через 3 недели. Скорее всего, что это все-таки диверсионные группы. Вот. То, что скрыто и может проявиться там через неделю, допустим. Они могут всплывать, что-то там пытаться захватывать, где-то постреливать. Не, тишина. Тишина, есть все-таки люди, есть... То есть не вижу. Самая страшная карта будет через где-то 10 дней, неделя. Что-то произойдет. Начнутся какие-то разрушения, да, с большого расстояния попытка с какой-то одной стороны подойти, но она не увенчается успехом. То есть вот так будет что-то, но все-таки кто же, то есть та половина, которая, давайте сказать так, не спрашиваю, левый или правый. У меня как бы, что на правом берегу, по жезлу, опыта, ничего, в общем-то, карта такая, что на левом берегу. А вот на левом берегу, видите, плохая карта. Все-таки левый берег мне указывает, что на нем что-то такое вот летать будет. Дальше смотрим. Новомосковск. Что в течение недели в Новомосковске. В Новомосковске уже что-то там было. Так, Новомосковск неделя. Что в целом? Разрыв.
Так, это удары по инфраструктуре. Разрыв, порыв, что-то разорвать, что-то разорвется все-таки. Но я скажу, что это небольшого калибра, то есть это не какой-то туз мечей тут. Но все равно карта такая. Попытается где-то что-то испортить опять. Это в смысле полотно дороги, что у нас порвать еще можно. Трубопровод порвать. Да, есть такое. Все-таки на Московск. Что по поводу разрушений? Ну, есть тут разрушение. Десятка пентаклей. Я не сказала, что там прям какие-то большие. Возможно, что это даже что-то не добивают они. Знаете, вот уже попало, они это добивают прям. Но это не жилье. Это вот скорее какая-то установка. Так, насколько опасно для людей? Опять тут диверсионные группы. То, что скрыто, то, что тайно. Нет, в открытую тут не пойдет. На московские их не будет. Что будет по поводу там ракет? Ракет нет. Будут какие-то пытаться в какой-то туалет опять попадут, как они там умеют это. Есть вот по разрушениям вижу, по каким-то прям, чтобы танки какие-то вошли туда, или еще колонны. Нет, остановят их. Тоже. Вот эта неделя практически облегчение вот во всех этих регионах. Так, что через месяц? Потому что, может, уже король жезлов. Выход из кризиса. Будет момент, когда, я же говорю, что будет что-то идти. Вот они. Может быть, короли жезлов. Те, кто стреляет залпом какими-то орудиями, но их остановят. Колесница. Близкое расстояние их перебьют. Но это не скоро. Это вот аж, может быть, через месяц. Вот попытаются они подойти, но их перебьют. С огневыми какими-то там, чего они там стреляют, с каких-то пушек, огнем, огнеметы. Вообще, я не знаю, как это называется, но это связано все-таки с стрельба с огнем. Но их остановят, выйдет из кризиса. Вот так вот. На Московск дольше всех. Тут по ракетам, по диверсионным группам и колонну эту разобьют. Дальше смотрим, что у нас Синельникова. Синельникова смотрим. Что Синельникова наша? Неделя в Синельникова. Ничего. Ну, как бы так вот. Жизнь не жизнь. Хотя Синельникова, еще Павлоград у нас есть. Подождите. Что будет? Не знаю, что они там куда-то попали с Синельникова. Вообще ничего не вижу. По Синельникова, тишина, покой, перевернутая сила. Но это может быть отголосок какого-то разрушения рядом с Синельникова. Почему? Потому что какие-то линии электропередач. Все, что связано с какими-то энергетическими системами. Так вот, по сути, что там по людям опасность. Опасности нет по этой карте. Может быть опасность на подъездах, в дороге какой-то. Какие-то пути путешествовать. То есть либо сидеть уже надо там. Какую сторону, ну, там надо разбираться подробно, да. Что можно по человеческим жертвам. Девятка кубков. Опять недостаток питания, недостаток, может быть, воды. Вот это вот такое. Стоит ли уезжать там? Что-то я вообще не вижу ничего. Есть такой момент, что если у вас какое-то заболевание, или вам надо принимать лекарства, или там какое-то особое питье, тут есть уже проблемы со снабжением, тогда вам надо ехать, да, принимать такое решение. Возможно, что будут опасны еще дороги, если вы работаете, и ваша работа связана с тем, чтобы ездить между какими-то центрами, между какими-то населенными пунктами, будет опасно ездить. Так, Павлоград, Никополь, давайте уже, получается, вся такая область у меня пошла. Павлоград, Энергодар еще, подождите. Ой, давайте Энергодар посмотрим, что у нас.
Так, плохо Энергодар. Получается, что тут подлог идет. Попытка подмена власти. Фейки какие-то идут вокруг Энергодара. Очень... Давайте так, насколько опасно это для строения? Ничего, Вестник Пентаклей. Что сколько опасно для людей эта неделя будет? Звезды. Ну, не опасно. Люди надеются, люди ждут. И, в принципе, будет так, как они надеются. Что тут еще можно сказать? Какие-то дьяволы. Ну, там явно, что пытаются людей либо всунуть им какие-то паспорта, либо воровать людей. Тут Энергодар это такое вот подпольщина. Давайте так, что будет там через 3 недели? Что такая карта? В целом, относительно, ну, скажем, украинской власти. Отшельник. Ну, это уже мы будем действовать тайно. Энергодар брать. Скорее всего, что это будет какая-то операция такая тайная. Это, наши люди. А будет ли это каким-то опасным для людей? Нет. Тихо зайдут. Тихо их там перебьют. Так, что по разрушениям не будет в Энергодаре. Они как сами уходят, смотрите. Нет, ничего не разрушают. Будут действовать, ну, что-то типа СБУ какая-то. Операция тайная. Давайте так. Что они там будут? Они при отходе гадости делать какие-то. Ну, в первую очередь люди. Отшельник. Вот, блин, воровство людей. Вот это вот мне не нравится. Есть. То есть прячьтесь, потому что карта говорит, что они могут быть какими-то тайными махинациями, но это угон, увоз в Россию. Вот это вот да, тайна. Так вот как какого-то жесткого такого, как Бучи, тут и нету Пурева. Что будет по итогу там на середине, середина мая, то есть я же говорю, что спецоперация тут не будет. Вот, 6 мечей. Отгонят их, они уйдут назад к своему морю, или куда там они, скорее всего, что они будут отступать на юг к морю. Вот, что там с морем, это я уже там посмотрела, или будем смотреть дальше, потому что они отгонят их Запорожской области, это ж Энергодар. Что там у нас, Павлоград. Так, Павлоград. Какие у нас еще серьезные моменты. Пока так. Пока так. Ага, Никополь давайте посмотрим. Никополь. Так, Никополь неделя. Умеренность. Нет, тут ничего не происходит. В 2 недели есть некая проблема, опять же, связана с разрушением инфраструктуры. Типа вот что-то вот такое. Куда-то могут попасть, да, могут что-то подгадить. Месяц. Ничего. Никополь, походу, легко отделается. Да, есть такое, что там какие-то электросети могут быть повреждены. Ничего вообще, Никополь. Тихо, спокойно. Никополь может спать спокойно. Я не вижу тут нечеловеческих жертв. Нет. Есть такое, что будет какие-то волнения, может быть, как-то будут привлекать внимание все-таки к ней. Нет, Никополь никого не будет. Даже ничего и нет. Хотя там завод же есть какой-то, да, очень, как Ферросплавов. Так, Семельникова, что у нас еще там? Павлоград. Павлоград. Город Павлоград. Опа. Павлоград, конечно, может быть какой-то фейк. Может быть какой-то вот на грани какой-то будет находиться. Все-таки шут. Есть некая опасность, но по итогу она кажется несерьезной. Давайте посмотрим, что для людей. Для людей. Ну, я так понимаю, что опять в какой-то части будет не очень спокойно все-таки. То есть в Павлограде, видимо, окраина вот это.
по миру где-то самая далекая окраина, вот что там, Павлоградский район, да, какой-то есть. Что будет там, не, их остановит, нет, в Павлоград они не зайдут, хотя он сам на самом этом, будет какой-то бой небольшой, но это скорее военные там будут. Будут ли какие-то ракетные удары еще? Походу их все перехватывают. Нет, Павлоград очень хорошо, кстати, прикрыт как-то. Ну, вот бой по краю будет все-таки. Видите, мир это далекое расстояние, то есть от самого города, от самого сердца, ну где-то будет. Даже я не вижу ДРГ, ничего, то есть каких-то диверсионных групп. Пойдут ли они с точки зрения власти? Она перевернута. То есть тут везде опять карта говорит, что ловят, будут ловить кого-то, выяснять, есть какие-то там тайные подсиживатели, предатели, ну их всех выловят и все. Ага, там, то есть Павлоград практически так вот отделается легко. Ага, само Запорожье. Подождите, еще. Запорожье. Сам город, не область, Запорожье. Так, что неделю. Влюбленные перевернутые. Вообще в Запорожье серьезная обстановка, но тут есть часть города, в которой кто-то действует. Давайте посмотрим, что это для... То есть она все время 50 на 50 находится город, да, под каким-то влиянием. Все-таки есть часть, может быть, руководства. Кто-то там предатель. Но это часть, не полностью. Давайте посмотрим. По поводу опасности для строений. Все-таки есть что-то. Двойка пентаклей. Небольшие. Небольшие. Что-то попытаются, может быть, взломать, обокрасть, унести. Это вот то, что какое-то не имущество, это не пальное, это не какие-то бумажки, информацию. Может что-то взломать, какой-то сайт. Так. Насколько это опасно для людей? Для людей не опасно. Двойка жезлов. Опять же, по двойке жезлов там еще перевернут. Там кто-то сидит себе на уме. Кто-то вот смотрит, да. Может, они не проявятся. То есть они уже до такой степени, наверное, боятся. По ракетным ударам перевернутая сила. Нет, ракетных ударов не будет. Что-то вот она хорошо прикрыта. Само Запорожье. Через месяц по поводу, что будет. То есть тут нет ни одного меча. То есть это все такое. Запорожье может спать спокойно месяц. Какой-то нерешенный вопрос. Возможно, в Запорожье будут все-таки пытаться какие-то диверсионные группы. Вот до конца непонятно, что там, кто там. Кого-то будут ловить, кого-то будут судить, с кем-то будут разбираться, но это больше вот на таком уровне. Опасность от прямых военных действий, каких-то обстрелов. Нет, их остановят. Вот карты закрыты, им дороги. Разрушения нет. Нет, тройка пентаклей. Тут все продумано, тут нет. Четверка. Ну, тут есть момент, что будут, опять же, вот снабжение какое-то может нарушиться. Какая-то дорога там к Запорожью перекрыться. Нет, Запорожье тихо. Запорожье тихо, а идут отлов диверсантов, идет отлов всяких коллаборантов. И не будет, тут я даже не вижу, что кто-то, какие-то танкисты с какого-то расстояния. Нет, к Запорожью они вообще не подойдут. Они далеко где-то, вот. Пытаются, они мечтают, но это где-то там они. Далеко-далеко сидят. Не, ничего у них не получится. Вот пока так. Чтобы сильно... То есть я перебрала эти города, в основном, получается, Запорожская, Днепропетровская, Харьков, Изюм. Все. То есть если еще есть какие-то города, пишите, и буду периодически делать. Вообще надо на Донбасс хорошо посмотреть. Следующее, наверное, видео посвящу этому. С вами была ведьма Аграфена. До свидания.